Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и сегодня будет обзор ваших комментариев. На прошлой неделе вышел первый такой, скажем, пилотный выпуск данного проекта, и вам он очень понравился, вы просили продолжать, поэтому сегодня продолжаем. И сегодня будет обзор сразу двух видео, под которыми вы оставляли комментарии. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте свои любимые напитки и погнали! Так, начнем, наверное, с выпуска, что купил, что починил, о чем поболтали. Комментариев, друзья, в этот раз немного, но я стараюсь отвечать. Итак, Наташа пишет. Кстати, сегодня я не буду делать вырезки ваших комментариев. Думаю, что, наверное, все-таки это очень много времени занимает, это очень интересно. Но если будут какие-то интересные, может быть, комментарии или еще что-то, я эти вырезки буду делать. А так, в принципе, вы можете зайти под видео. Эти комментарии реальные, я их сижу, читаю, поэтому погнали. Будем сегодня так. По-простому, друзья. Наташа пишет, все так по-домашнему, такой спокойный влог. Отдыхаешь, когда смотришь, никакой суеты. Влоги это однозначно ваша. Наташа, лайк, поцелуй, обнял. Ну, просто это муза моя. Читать такие комментарии. Очень приятно, очень радует. Значит, я в правильном направлении иду. Еще Наташа написала, отдыхаю душой при просмотре. Мне очень-очень, правда, приятно, что вам нравятся мои влоги. Назым пишет. Кстати, отлично было бы увидеть кулинарный влог. Ой, друзья, Назым. Кстати, когда начинался мой проект, у меня по пятницам были кулинарные влоги. Но они, знаете, они немножечко не прижились. Что-то пошло не так, друзья, и я прощупывал и проходил все этапы становления канала. В общем, влоги эти кулинарные ушли. Ну, также были дачные влоги, которые тоже ушли. Но все хорошее забыто, старое, все забыто хорошее, новое, старое. В общем, в общем, Назим, я вас услышал. По возможности будем возвращать кулинарные влоги. Но пока вот давайте я привыкну вообще к влогам, потому что для меня это, честно, это очень ново. И надо как-то выстроить всю вот эту съемочную позицию. А на прошлой неделе у меня программа, на которой я делаю монтаж видео, где добавляю картинки. Помните черный квадрат Малевича? Вот, я чуть не посидел. В общем, друзья, вот такие истории бывают при создании видео. Бывают тоже проблемы, которые доставляют много неудобств. Вот, кулинарный влог тоже, знаете, немножечко неудобно мне снимать, потому что нужно нет локации удобной. То есть то, что я раньше делал, мне это не нравится, мне не очень удобно. Мне бы желательно, чтобы так вот камера стояла, передо мной стол был, и по краям была какая-то локация, чтобы можно было продукты, тарелки, ложки, вилки брать. Вот. Так как делал раньше я влоги, эта локация немножечко была неудобна. Вот. Надо студию снимать специально для кулинарных влогов. Кстати, почему бы и нет. Ну вот начнет канал приносить деньги, буду снимать студию. Следующий комментарий. Нравятся ваши влоги. Пишет со 100 Гусгра. Я прошу вас, поменяйте ники. Сделайте их читаемыми, как сделал это Витя. Витя, спасибо большое. Вот, нравятся ваши влоги. В общем, ну, спасибо большое. Это очень приятно. Значит, будем продолжать, друзья. Я надеюсь, что и на этой неделе выйдет сразу два влога. Ну, уже будем. Давайте по традиции влоги будут выходить среда-пятница. Все, что касается косметики, обзоров и распаковок, то будем смотреть это в другие дни, чтобы вы уже привыкли, да? Та аудитория, которая только влоги смотрит, она знает, что ага, включаем, у Алексея вышел влог среда-пятница. Ну а те, кто ждут новые каталоги, новые ароматы, добро пожаловать в понедельник. В понедельник будет обзор как раз-то новинки от Avon. Ольга пишет. Добрый вечер, Алексей. Классные покупки. Главное, чтобы приносили удовольствие. Спасибо за влог. Оля, спасибо большое за классный комментарий, обратную связь.
Покупки действительно классные, все мне понравилось, совсем пользуюсь, приносят пока удовольствие. Вот. Марина пишет: Алексей, привет, рада видеть. Марина, спасибо большое. Вот, двигаемся дальше. Катерина, наверное. Катерина написала большой комментарий. Добрый день, Алексей. Как всегда, уютный, позитивный влог получился. Летом хочется, конечно же, ягод побольше, черешню обожаю, клубнику, нектарины. По-моему, это самые летние фрукты и ягоды. Но тут все индивидуально. Мне нужно было для пищеварения, и я понял, что мне больше другой формат подходит. Я клетчатку покупаю и утром ее развожу в натуральном питьевом йогурте и так съедаю. А муж мой семена амаранта ест, добавляет их в кашу. Спасибо за такой интересный влог. Кстати, семена амаранта. Сейчас после видео пойду посмотрю, что за семечки амаранта. Почему у меня семечек нету? Надо семена амаранта купить. Слушайте, у меня здесь такая история. Когда я про семена говорил, у меня отец рассказал историю, но я не буду его историю рассказывать, я вам расскажу свою. Она комичная до бесстыжества. Но это прикольно, почему бы и нет. Про семена, друзья. В общем, давно-давно, это было, знаете, лет 10 назад, у многих же в туалете есть ёршики, чтобы мыть унитазы, да. Я какое-то время, ну, мыл унитаз, а потом заметил, что у меня там что-то не то. Да, думаю, надо помыть ёршик. Я пригляделся, а там, знаете что, там помидор вырос. Вырос просто когда семечко туда попало. Как она туда попала, как вы думаете? Вот. И, в общем, вырос вот такой прям серьезный росточек. Я тогда не вел ничего и не додумался, что это надо было сфотографировать. Было бы очень комичное видео. Как-то так. Еще один комментарий. Так, ну, кстати, я что прокомментировать-то должен? Прокомментирую, что черешню обожаю, клубнику, нектарин. Действительно, вы знаете, столкнулся недавно с тем, купил нектарин, а он, знаете, вот как картошка твердый был. Сгрыз, я думал, полежит пару дней, может быть, отойдет, нифига. Как картошка, знаете, хрустела аж. Вот почему я фрукты, знаете, из фруктов я говорю больше всего черешню обожаю. Она единственная, наверное, которая более настоящая. Хотя вот в этот раз сливы брал, маленькие сливы, ташкентские, по-моему, говорили, они были классные, ну, более тоже натуральные. В общем, с фруктами беда. Уже вовсю появились арбузы, но арбузы это до свидания. Это только брать их в августе или даже к сентябрю ближе. Еще один комментарий со 100 гускра. Может, семена лучше перемолоть в кофемолке и добавлять порошок в напиток. Да, я говорил об этом видео, то что я читал, я изучал. Семена чиу не обязательно молоть, их вообще молоть не надо, потому что они превращаются в желейку, если постоят. И их можно замачивать, а можно их и не замачивать. Они в желудке тоже набухнут. И, кстати, вот таким образом они себя впитают и выводят из организма ненужное. Вот. А вот семена льна я читал, желательно молоть, потому что они могут не перевариваться. Но молоть их нужно перед употреблением. Ни в коем случае заранее их нельзя заготавливать, потому что теряются свойства. Поэтому, к сожалению, ну, опять же, очень много в интернете, и есть такая информация, что не обязательно молоть. Но вот я пока не молю их. Но уже я говорил, и повторюсь еще раз, что уже прошло почти 2 недели, как я принимаю семена, пока ничего не проросло, да и ёршик у меня такой, что в нем ничего не прорастет. Вот. Но тем не менее, я чувствую какой-то результат, энергия, да, действительно, у меня появилась энергия, то есть я сейчас работаю без выходных, тяжело утром вставать, но тем не менее весь день я себя чувствую хорошо. Я очень надеюсь, что это семена мне помогают. Вот такая история. Еще комментарий от Назым. Отличное видео с обновкой. Стрижка вам к лицу. К вам лицу. Немножечко не так. Ну, в общем, спасибо большое, Назым. Да, стрижка я сейчас очень доволен стрижкой. Правда, сейчас она у меня немножечко подустала. Надо освежать. Наташа пишет еще Гуржиева комментарий. Добрый вечер, спасибо за очередной влог. Наташ,
Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Кстати, пишите в комментарии, может быть, есть какие-то пожелания. Ну, вот никто ничего не пишет. Все хороший влог, супер-пупер. А может быть, какие-то у вас пожелания будут. Тоже я буду стараться прислушиваться. Так, этот комментарий. Это еще один комментарий Екатерина написала. Алексей, приветствую. Ягоды и фрукты люблю всякие, а вот бананы просто так есть не могу. Потому как сразу начинается изжога. Ну, вот как-то так. Я просто делаю молочный коктейль с бананами, иногда добавляю туда предварительно замоченные семена чиа. Очень вкусно, сытно получается. Также добавляю иногда, опять же, замоченные семена чиа в протеиновый коктейль. Не болейте, пожалуйста, пока смотрела ваш влог, походила на беговой дорожке, совместила приятное с полезным. Спасибо большое за поддержку, за комментарий. Да, кстати, я приболел и думал, что уже подвыздоравливаю, но что-то опять нахлынула волна. И вот, может быть, сейчас я опять говорю в нос. Кашель у меня, очень сильный кашель. Ну, лечусь, девчонки, мальчишки. Поэтому надеюсь, что горячим чаем тоже. Дамир написал классные кроссовки и толстовка. Видео супер. Да, кто не видел этот влог, обязательно посмотрите. Ставьте лайки, комментарии, как видите, пишите комментарии, мы с вами поболтаем в спецвыпуске, который у меня выходит по воскресеньям на моем канале, да? А, Айна, Айна Аксионил. А, Айна Акционер Лайф. Какой-то бизнес. Вот, пишет, на лето не жарко в таких кроссовках. Я башмаки беру в Авеню. Там цены такие же, как вы взяли со скидкой, плюс еще скидочки. По поводу Авеню хочу сразу сказать, мне Авеню не нравится, мне не нравится там мужской ассортимент очень скудный. Может быть у вас для женщин, а у вас для женщин однозначно там огромные витрины. То вот мужской ассортимент мне там не нравится. По поводу кроссовочек, я их ношу не прям вот каждый день и в такую прям жару. Нет, я их ношу, когда пасмурная какая-то погода. А знаете, бывают какие качели. Сегодня пекет, завтра прям вечерами бывает прохладненько. И в сланцах ну, не очень комфортно. Поэтому я практически все лето хожу в сланцах, друзья. У меня сланцы. Я из них не вылазю. Кроссовки я одеваю очень редко, но метко. Поэтому нормально. Переживем. Марина пишет комментарий. Алексей, я люблю фрукты, многие, но не слишком кислые. Больше, конечно, люблю мандарины, виноград. Я тоже хочу виноград. Я хочу виноград. Прям вкусный-вкусный. Завтра же пойду и посмотрю, что там есть интересного. Из винограда я уже говорил, я кишмиш обожаю. Спасибо, Марина, за комментарий. Еще написала Марина. Алексей, а какого вкуса эти семечки? Марин, вы знаете, я не знаю. Вроде бы как будто бы они безвкусные. Но жую же я их то с компотом, сейчас вот с кефиром стал каждое утро их молоть, жевать. Я не чувствую прям какого-то такого вкуса. Запах у них тоже какого-то особого специфического нету. Ну, прекрасно. Мне, в принципе, меня такие семечки устраивают. Амаранда надо посмотреть еще амаранда. Так, Состагурц. Простите, пожалуйста, за ваши ники, которые я не могу прочитать. Пишет, в чеке указано Айва за 2500. Что это? Это у меня во влоге, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это у меня во влоге был чек. Когда ходили в кафе, я чек заснял, и там меня подписчица спрашивает, что за Айва. Айва это был салат. Я был в кафе Айва, и это их фирменный салат, который называется Айва. И стоит он, как видите, 2500. Еще Назым Уразголиева написала комментарий. Стараюсь каждое утро принимать семена чиа вместе с кефиром. Отличный результат вижу. Назым, уточните, пожалуйста, какой именно результат дают вам семена чиа. Будет очень интересно. Витя наконец-то поменял свой ник. Низкий поклон. Все смотрите, как надо делать. Витя просто взял и поменял ник, как я просил последний раз. Как прям классно, друзья. Витя, спасибо большое. Пишет, интересно, Алексей, сколько пар обуви вам надо на год? 1000 пар. Недавно кроссовки покупали, показывали опять новые. После семян главное воробья не превратиться, сколько семян накупили. По поводу кроссовок, да, знаете, обуви много не бывает.
Как у женщин сумочек, у мужиков должно быть носков, трусов и обуви 1000 пар как минимум. Я заметил, да, действительно, если раньше я покупал там одни кроссовки и из них не вылазил и ходил, то сейчас, конечно, у меня их достаточно много. Не считал, надо посчитать. Но я их и выкидываю тоже. Периодически меняю, они же выходят из строя. Вот. Когда много обуви, вы каждый день ее меняете, она носится дольше. Поэтому, и, во-первых, у вас к гардеробу есть ассортимент. То есть, представьте, если у вас двое кроссовок, и вы каждый день их меняете, там, ну, каждый день практически носите, да? А если у вас, допустим, 20 пар, то есть есть кроссовки, которые вы раз в месяц всего лишь оденете. Естественно, представьте, в каком они будут состоянии. Это очень хорошее. И, кстати, как я уже сказал, это для гардероба очень удобно подбирать какие-то вещи, правильно? Когда разные кроссовки. В общем, они вам и служат дольше, и помогают выглядеть лучше. Потому что я, ну, люблю разные. Чтобы были... Ой, а что это у меня завис? Юля пишет Дольче. Еще комментарий. Главное, чтобы после покраски ноги не красились, и после следующей стирки они не вернулись в прежний вид. Юль, спасибо большое за комментарий. На улице стоит жара. Еще не предстояло возможности одеть джоггеры. Юля пишет про джоггеры, которые я окрасил, которые у меня выцвели. Но, Юль, я их вот так вот протирал рукой. Рука абсолютно, на руке ничего не осталось. По поводу стирки, да, есть такое, секундочка, да, что возможно, они после стирки сойдут. Ну, посмотрим, посмотрим. Я обязательно с вами поделюсь, как я их одену, окрасятся ли ноги и что будет после стирки. Ну и крайний комментарий под этим видео от Марины. Мария. Алексей, доброе утро. Являюсь вашим подписчиком и давно. Вопрос немного не по теме. Пишу вам под этим видео, так как оно самое позднее. У меня прям беда. Обращалась к вам, к знатоку Avon. Вчера получила заказ Avon и пришла вода Today 100 мл без слюды. Просто запаяна снизу, сверху прозрачным круглыми наклейками. Скажите, у вас было такое? Я отвечал уже Марины. Ну, раз уж у нас с вами обзор ваших комментариев, я все равно повторюсь. Может быть, кто-то не читал данный комментарий. Да, друзья, компания делала объявление. Я у себя в своих коммуникационных каналах тоже об этом говорил. Говорил о том, что теперь компания перешла на такой эко-вариант, когда слюды не будет. Ароматы будут делаться без слюды. Но для меня, знаете, этот эко-вариант это что-то с чем-то. Ну, это отдельный разговор. Я в это не верю. Потому что, ну, блин, ну, слюду не делаем, хорошо. Но вот эти пломбочки, они же тоже из слюды. И их-то делают. В общем, а что думаете вы по поводу вот этой защиты экологии? Насколько это работает, друзья? Что компания убрала слюду? Ну, я не знаю. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще одно видео. Это видео у нас такой travel влог. Это когда я прогулялся по парку. Для меня было очень тяжело монтировать видео целым часом, поэтому я принял решение, друзья. Да и вы меня просите, не надо делать огромные видео, делайте хотя бы хоть по 10 минут, но чтобы они были чаще. Поэтому я вас услышал и будем стараться переходить в новый формат. Ну, то было, друзья. И было такое видео целый час. Его посмотрели, и, естественно, есть комментарии, давайте их тоже почитаем. Антонина пишет. Так хорошо с вами прогулялась по парку, очень красиво, чисто, особенно этнодеревня заинтересовала. Я такое впервые вижу, крутое видео, спасибо. Да, к сожалению, как я уже говорил в этом видео, не получилось, но и не было такого, знаете, особого желания заходить в парк, в этнодеревню. Но, как я вам пообещал, лето только началось, а лето пролетит незаметно. Может быть, когда-нибудь и зайду. Потому что видео все равно теперь будет крутиться. Возможно, его еще посмотрят. Возможно, люди еще будут просить. И я зайду в этнодеревню. Но кто не видел это видео, посмотрите. Ну, это просто уму непостижимо. Это, знаете, этому человеку памятник надо поставить. А мы знаем, жители нашего города знают этого человека, кто этот парк придумал, сделал. К сожалению, его уже не стало, но этнодеревня, это фишка этого парка. Я быстренько, вкратце пробегу, кто не смотрел выпуск.
Кто смотрел, может быть, не услышал. Этнодеревня — это вот домики всех национальностей собраны, они стоят на одной улице, и вы идете по этой улице, и вот разные дома разных национальностей какого-то там века. Там есть экскурсоводы, женщины, они сидят у каждого домика, вы туда заходите, они, по идее, должны вместе с вами заходить. Во-первых, контролировать, чтобы вы там ничего не сломали, а во-вторых, они немножечко рассказывают. И там в каждом домике собрана посуда, кровати, постельная, прям, знаете, ну, настолько сделано все реалистично. И вот даже я читал, что один дом, пару домов, они вообще были из города туда прям цельными перевезены. Вот. Это исторический факт. Поэтому это этнодеревня, это что-то с чем-то. Это очень красиво, это просто классно. Двигаемся дальше. Ох, аж прям, знаете, аж душу отвел. Вот как-то так. И Ирина Никулина пишет. Спасибо за такой крутой обзор парка. Вот куда надо приезжать отдохнуть от городской суеты. Какая красота и свежесть. Да, Ирин, я говорю еще раз. Тем, кто это видео посмотрит, и то, и вот это видео, если вдруг вы собираетесь в наш город Усть-Каменогорск, обязательное посещение этнодеревни, потому что не у каждого такое есть в городе, а здесь это есть, и это просто красотища. И отдохнете, и насладитесь красотой, которая там есть. Обязательно сходим еще в эту этнодеревню, когда расцветут все цветы, деревья зацветут, вообще все будет красиво и классно. Может быть, тогда зайдем с вами и посмотрим, какой там зоопарк. Мне тоже просто интересно. И, может быть, зайдем тогда еще и в этнодеревню. В этнодеревню вообще надо делать отдельное видео, потому что столько домов стоит. Вот. И это надо подумать. В общем, в проекте все. Еще Наташа написала комментарий: на одном дыхании смотрю как фильм. Ну еще бы, почти как блокбастер, целый час, друзья, обзор вышел. У меня, по-моему, ни разу еще такого обзора не было, а тут целый час. Катерина. Ну, я надеюсь, правильно я читаю ваш ник. Катерина пишет. Добрый вечер, Алексей. Видео классно получилось. Снимайте свои прогулки еще. Парк отличный, зеленый, просторный. Хорошее место для единения с природой. С удовольствием посмотрела от начала до конца. Спасибо большое за комментарии. Всем спасибо большое. Всем низкий поклон. Да, буду стараться снимать. Ну, все прогулки не получится снимать. Ну, запланировано еще вам за это лето пройтись по всем паркам нашего города и сделать обзор парков, ну, обязательно, потому что у нас еще есть два зеленых парка прям в центре города, тоже красивые, классные. И вот мне недавно в личку написала подписчица, которая попросила, говорит, снять обзор на самую длинную скамейку, наверное, в Казахстане, друзья. Слышали? Ловите меня на этом, чтобы я не забыл. В общем, показать, где эта скамейка находится, и показать всю скамейку. Представьте, самая длинная скамейка. Сколько она, интересно, метров. Еще Наташа пишет, Гуржиева. Очень классный влог, красивые места, очень красивая архитектура. Снимайте еще мукбанки. О, кстати, друзья, у меня еще тоже было такое дело. Мукбанки были на моем канале, я что-то прям взялся за них, прям начал снимать, прям люди комментировали, тоже были все довольны, все классно. Ну, видите, вот что-то не приживается, как кулинарный влог не прижился, мукбанки не прижились. Ну, сейчас опять же прошу у вас обратной связи. Пишите, насколько вам интересно еще и мукбанки делать. Кто не знает, мукбанки — это когда я кушаю что-то очень вкусное и рассказываю о делах насущных. А двигаемся дальше. У нас осталось еще совсем немножечко, а еще совсем чуть-чуть. Вероника пишет: спасибо, и я хочу в этнопарк. Я родилась и провела большую часть детства в Казахстане. Для меня степь до сих пор роднее березок. Степь роднее березок. Не скажите. Ну не скажите. Березки тоже хорошо. Я на Новый год ездил в Ридер. Кто не знает, тоже. Вот жалко, я не сделал обзор. Как будто вот специально надо теперь поехать и сделать обзор. Какие там красивейшие места. Там далеко не степь. Там очень зелено. Красиво. Так. Сбился.
Так, Наташа еще Гуржиева написала, у нас День России сегодня уже. Тоже будут разные развлекательные мероприятия в наших парках. Отлично, поздравляю вас. Напишите, как отметили ваш праздник День России. Дальше. И еще от Вити комментарий. Там слишком много подкомментариев. Витя пишет, с Россией что, 2 часа разница? У нас еще не 18 часов. Это о том, что Витя написал, когда выйдет видео, по-моему, да? Я ответил 18 часов по времени Алматы. Я всегда говорю об этом, друзья. Вот, а потом видео вышло, он удивился, что так рано, у него еще не 6 часов. В общем, дальше по комментарию. Парк меня не впечатлил. Как так? Не впечатлил? Начало парка нормально, а дальше лес какой-то, в ту сторону ходить только шашлыки делать. Если был в парке Краснодара, вот там парк один, японский сад чего стоит. Даже в Питере такие парки не делают. Ну, я не знаю. Ну, конечно, нет, конечно, если сравнивать, парки, может быть, и в разных странах абсолютно разные. Ну, у нас, в Усть-Каменогорске, он вот такой вот. Конечно, я не спорю, я видел в России тоже какие-то обзоры, иногда бывает, попадаются, смотришь, тоже есть невероятные, просто красивейшие места. Ну, ну, друзья, видите, ну, у нас вот такой вот парк. Ну, да, для нас он шикарный. Другого варианта у нас нету. Вот. Ну, может быть, Слушай, я даже уже и не знаю, я уже даже не хочу показывать те два парка, которые в центре города, потому что они по сравнению с этим парком, они ни о чем. Но, тем не менее, друзья, тем не менее, вот чем богаты, тем и рады. Вот такие вот комментарии вы оставили на прошлой, вернее, ну пусть будет на прошлой неделе. Я очень вам благодарен, что вы пишете ваши комментарии. Дайте обратную связь, напишите, как я уже вас просил. Если у вас какие-то, может быть, пожелания, предложения, я все комментарии читаю, их не так уж много. Я не Ксения Собчак, чтобы там заваливали по 2000 комментариев. Ну и, кстати, так и никто и мне не ответил по поводу модераторов. Есть желающие, кто хочет стать модератором, потому что рано или поздно мне модераторы понадобятся. А у меня есть подписчики, и, возможно, кто-то из вас, возможно, желает стать модератором. Поэтому пишите, будет очень интересно почитать. Ну что, встретимся с вами в следующее воскресенье на этом же месте, в этот же час. И посмотрим, какие оставить комментарии уже на следующей неделе. До встречи в следующем влоге. Всем пока-пока. Пока.